Пока существует любовь, ненависть будет существовать с ней бок о бок. И некоторые шиноби используют эту ненависть. И пока существуют законы шиноби, чудовище под названием ненависть будет порождать таких, как Пейн. Эпохе шиноби пришел конец. Эпохе шиноби пришел конец. Как сказал Момошеки, Боруто обременен очень интересной судьбой. В принципе, как и его отец в его годы. Только вот Наруто сам определял свою судьбу. Он решал, что ему делать и как поступать. Но в случае Боруто все намного сложнее. Карма Оуцуцуки это как проклятие для человека, из-за которого он теряет самого себя. Именно это и происходит с Боруто на данный момент. Если же Наруто был спасителем этого мира и детем из пророчества, то его сын станет тем, кто разрушит этот мир вместе с Каваки. Эпохе шиноби пришел конец. Но для чего уничтожать всех? Минато когда-то говорил: пока существуют законы шиноби, беспощадные к людям, мир и порядок не наступят никогда. То есть это можно аргументировать как эпоха шиноби уничтожена во благо самих людей, то есть во благо мира. Всем здорово, Рибентос, и в данном ролике мы поговорим о Боруто и Каваки. Почему они сражаются между собой и зачем хотят уничтожить всю эпоху шиноби. А вот 5 рандомных ребят, которые нашли Касохи Дана в прошлом ролике. Спасибо вам, ребята, за актив. А если ты тоже хочешь попасть в следующий видосик, то в данном ролике найди маску Анбу и в комментариях напиши тайм-код к этому моменту. Я Ван Кайф, и я желаю вам приятного просмотра. Как было в Наруто, изначально главный герой был один, все его презирали и даже желали смерти. В Боруто же все наоборот, с рождения он не нуждается абсолютно ни в чем, единственное, чего ему не хватает, это отцовской заботы. И согласитесь, Наруто все же не самый лучший отец, он действительно почти не уделял внимания своим детям. Если кто-то скажет, что работа Хокаге очень сложная, тогда почему у его предшественников было свободное время? И это при том, что тогда не было мирного времени, а сейчас оно есть. Почему Наруто начал уделять внимание своей семье только после прихода к Каваки? Получается, тогда времени не было, а сейчас появилось, что ли? Мне кажется, что Каваки Наруто уделяет больше своего свободного времени, чем всем вместе взятых. Радует лишь то, что сам Каваки это очень сильно ценит, ведь по факту Наруто сделал все, чтобы защитить его, и без его упорства карма с тела Каваки никогда бы не пропала. Но опять же, цена за это смерть сильнейшего хвостатого зверя и лишение сверхчеловеческой силы. И если Наруто так и не прокачается грядущей Ванесу Оуцуцуки, то тогда уже Каваки будет должен защищать Наруто. Ведь Сенин мод это, конечно же, имба, но зависит с чем сравнивать. Пересматривая сотню раз начало первой серии, никому так и не стало понятно, за что сражаются Боруто и Каваки, и почему миру шиноби пришел конец. Кто из них плохой, тоже определить сложно, потому что давайте посмотрим на действия Каваки в аниме и в манге. Когда в дом Наруто пришел Джиген, Каваки всеми силами пытался защитить Наруто, и даже сказал это самому Джигену. Теперь же он убегает из Канохи, чтобы опять же спасти Наруто, только теперь уже от Кода. На данный момент он готов отдать жизнь за господина Седьмого, и его слова в первой серии это просто байт авторов, чтобы привлечь внимание зрителей. Я не знаю, что должно произойти, чтобы Каваки в действительности решил убить Наруто. То же самое могу сказать и про Боруто. Неужели после этой сцены у кого-то остались сомнения, что Боруто все еще держит обиду на своего отца за прошлое? Я думаю, что сейчас в голове главного героя просто нету места для обиды на своего отца. Все его мысли сейчас только о карме. Он боится, что в любой момент этот паразит появится и разрушит все, в том числе и деревню. У Наруто тоже была подобная фобия. Он боялся, что в один момент он не сможет контролировать себя, и чакра Курамы в любой момент может подавить сознание Наруто, что приведет к ослаблению печати и лисенок сможет выйти наружу. Но у Наруто всегда был человек, который смог предотвратить это. Сначала это был Джирайя, потом Ямато и его родители. А найдется ли такой человек у Боруто? Если в один момент Момошеки полностью захватит его разум, кто придет ему на помощь? Все сразу подумали о Саске, но где он находится во время событий первой серии? Судя по внешнему виду главного героя, можно предположить, что Саске уже мертв. Но опять же, это можно аргументировать как очередной байт авторов, ведь Икимото уже давно сказал, что события из первой серии в будущем могут быть изменены. Вернемся опять в первую серию. Боруто и Каваки утверждают, что эпохе шиноби пришел конец, но судя по их поведению, никто из них этому особо и не расстроен. То есть это наводит на мысли, что они оба единогласно
единогласно решили уничтожить всех шиноби и сделали это во благо мира. Но есть одна деталь. Это слова Боруто, что он еще шиноби. То есть, либо он изменил свое мнение о мире, либо Каваки уничтожил всех в одиночку. Тогда появляется еще один вопрос. Для чего Каваки уничтожать всех? По идее, именно Каваки шиноби ничего плохого не сделали, ну разве что его отец, который над ним издевался. Если хорошо подумать, то даже после создания Альянса незначительные войны не прекратились. Возьмем в пример ту же деревню Дождя. Помните, что Наруто когда-то пообещал Нагато? И однажды я стану Хокаге, принеся мир и для деревни Дождя. Но в действительности на Амагакуре было всем плевать. Несмотря на то, что этой деревне было предложено вступить в союз шиноби, она какой была, такой и осталась. Вдобавок там была расположена одна из баз Кары, что говорит о полном беспорядке в деревне. Великие деревни жили в мире, но маленькие все же страдали от нападений, и в помощь им все так же никто не приходил. Наруто так и не смог достичь истинного мира, и единственный способ это прекратить – полностью уничтожить всех шиноби, либо сделать так, чтобы они не были боеспособны, а если точнее, то погрузить всех в бесконечное Цукуйоми, что скорее всего и сделал Каваки с Наруто. Но опять же, это всего лишь предположение, он может отправить его куда угодно, возможно Наруто будет запечатан, но точно не мертв. Каваки никогда не позволит этому случиться. Пока будет жить он, будет жить и сам Наруто. Больше нужно переживать о ребятах из старого поколения. Лично мне очень обидно за Рока Ли. В первом сезоне Наруто он стал одним из лучших персонажей, а в Боруто просто забили на его идеалы и ценности. Момент нападения Ли на Ишики – это просто лютый кринж. Его не смогли победить Наруто и Саске, а Ли Безврат пытается его остановить. Все же я один из тех людей, который ждет момента, когда Ли использует всю силу 8 внутренних врат. Но опять же, на это не будет такого акцента, как в бою Гая и Мадары. Все идет к тому, что все старые персонажи будут просто убиты. В сюжете Боруто упорный труд уже не играет огромной роли. Тот же Наруто получил нечеловеческую силу, потому что это его судьба. Как бы он ни старался, но без Курамы и силы Хагарому он не достиг бы тех вершин и не был бы ключевой фигурой на войне. В сюжете Боруто ситуация еще хуже. Стать сильнейшим шиноби всех времен – это судьба Боруто. И для этого ему не нужно прикладывать много усилий. Во-первых, он сын полубога Наруто. Во-вторых, его мать принцесса Бьякугана. Во-третьих, Тонри дал или помог пробудить Боруто Джоуган. В-четвертых, он сосуд Мамашейки, которого в конечном итоге он либо починит, либо станет с ним одним целым. Насчет дружбы, то я думаю, что такое не произойдет никогда, потому что это у Цуцуки и дружить с человеком это позор, особенно для Мамашейки, который считает людей низшей расой. В принципе, на этом у меня все. Свое мнение насчет первой серии Боруто можете написать в комментариях. Всем огромное спасибо за просмотр, не забывайте, пожалуйста, оценивать ролик лайком или дизлайком, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. За паблик в инстаграме и беседочку в дискорде также не забывайте, все нужные ссылки будут в описании. А я желаю всем удачи и всем пока.